Сегодня мы будем шить вот такого вот зайку с плюшу, платье с длинными ушками, красивым симпатичным хвостиком. Его можно раздевать, снимать платье, сшить ему несколько платьев и менять наряды. Для деток это очень удобная, мягкая игрушка, которую можно брать с собой в кроватку. Для малышей она безопасна, так как у нее нет никаких мелких деталей, все глазки, носик у нее вышиты, поэтому она может быть использована с рождения. После того, как вы скачали выкройку, приступаем к ее распечатке. В параметрах обязательно нужно проставить масштаб. Это открываются дополнительные настройки. Масштаб персонализированный, чтобы было 100%. После этого только запускаете печать. После того, как вы распечатали, вы обязательно проверяете квадрат. Квадрат должен быть 10 на 10. Если у вас сходится, значит масштаб вы выбрали правильный и выкройка у вас верная. Для пошива зайки нам понадобится ткань велюр, либо плюш, либо другая подходящая подобная ткань, и хлопок для платья и для внутренней стороны ушек. Если у вас ткань с ворсом, обязательно смотрите направление ворса. На каждой выкройке, каждой детали есть стрелочки с указанием ворса, то есть ворс должен направлен быть вниз. Еще обратите внимание на количество деталей. Такие детали, как нос и хвост, выкраиваются в единственном экземпляре. Все остальные детали выкраиваются парные. То есть мы складываем ткань пополам, лицом к лицу, и уже накладываем выкройки. Выкройки уже с нанесенным припуском. Припуск здесь 7 миллиметров. Если кому-то нужен больше припуск, то можете сделать его сантиметр, но рекомендуемый припуск это 7 миллиметров. И далее уже вырезаем. Вторую часть ушка мы выкраиваем из хлопка. Смотрите обязательно на направление рисунка. Она должна быть также по направлению стрелочки, то есть рисунок вниз, стрелочка вниз. И из деталей хлопка мы выкраиваем платье. Платье на данной выкройке длинное. Если кто-то хочет платье сделать покороче, можете его сделать покороче. Далее выкраиваем платье. Детали. Также смотрим направление рисунка. На них нет стрелочек, но вы видите, что это перед, сгиб, и то есть рисунок должен идти вниз. На детали переда есть сгиб, поэтому деталь мы накладываем к сгибу ткани. Также спинку, ее не к сгибу. И деталь подола можно вырезать не обязательно по выкройке, можно ее просто начертить. На выкройке деталь длиной примерно 20 сантиметров, можно ее сделать сантиметров 15, как я сделаю сейчас, и в длину на сгиб 25 сантиметров. Я сделала деталь подола 15 на 25 в сгибе, то есть полностью, когда ее развернешь, она будет 50 сантиметров на 15.
Теперь на некоторых деталях нужно перенести выточки на обратную сторону. Уголок выточки мы протыкаем булавкой. Здесь сделаем рассечки ножницами и перерисовываем выточку на другую сторону. Таким образом поступаем с каждой деталью, на которой есть выточка. Теперь берем деталь головы с перенесенными выточками, ее разворачиваем на лицевую сторону, прикладываем обратно на деталь головы. Здесь глазик нужно аккуратно было вырезать маникюрными ножницами. И переносим глазик карандашом или смывающимся маркером на детали. Если хотите, можете также перенести реснички, либо их можно самим в процессе уже сделать. Таким же образом второй глаз. Глаза можно вышить уже на готовом зайчике, либо сделать это сейчас. Нитки мулине, 3 ниточки. Глаза я вышиваю вот таким образом. Я делаю вот такие вот петельки. И одну за одной, создавая такие петельки, по намеченному контуру вышиваю глазик. Вы можете вышивать любым способом, который вам нравится. Но за счет этих петелек глазик смотрится таким более объемным, красивым. Вот такими петельками мы вышли глаз. Теперь можно вышить ресницы. Ресницы можно тоже заранее нарисовать по шаблону, либо произвольно. Я делаю это 2 стежками. Через одинаковое количество, через 2 петелки у меня получается по ресничке. Вот таким образом вышиваем остальные реснички. Далее приступаем к пошиву деталей. Складываем ушки лицевыми сторонами внутрь и, делая закрепки, помня, что у нас припуск 7 мм, мы стачиваем детали. Шить лучше по стороне с хлопком. Все места, где детали округлые, мы делаем вот такие вот надсечки, для того, чтобы окружность у нас лежала плавно.
Далее ушки выворачиваем при помощи палочки, либо при помощи карандаша. Вот таким образом. Приутюживаем их и откладываем в сторону. Теперь сшиваем выточки на детали головы. Сшиваем выточку на детали носа. Теперь берем деталь головы и накладываем на нее детали ушек. Ушки мы накладываем хлопковой стороной вниз и накладываем таким образом, чтобы ушко располагалось от этого края глазика и вот сюда на уголочек к шее. Таким образом их прикалываем сначала, потом их нужно закрепить на машинке. Теперь закрепляем в край на машинке. Теперь убираем булавки, берем деталь носа и центр совмещаем с центром детали головы. И далее вот так вот проверяем длину деталей, соединяем от шеи детали вот этого вот носа, переходящего в затылок, и прошиваем. Мы вшили деталь носа к голове, носа и затылка, можно сказать. Вот таким образом у нас получается голова зайчика. Далее мы сшиваем на голове вот эту выточку. Это не выточка, как бы идет деталь, шов от шеи к носу. Мы ее соединяем и сшиваем. В конце делаем не острый угол, а немножко такой плавную строчку с закруглением, чтобы у нас не сильно торчало это место. Вот такая вот голова зайчика уже получается. Далее берем детали лап
Обратите внимание, что есть передняя часть и задняя часть. Эти детали мы складываем лицом к лицу и прошиваем. То есть здесь такой вот бугорочек, это нормально, так должно быть. Не забываем на всех деталях делать в начале и в конце строчки закрепки. И таким же образом стачиваем вторую лапу. Далее берем деталь ноги, складываем ее пополам и прошиваем вот эту часть. В углу вот здесь делаем рассечку, не доходя несколько миллиметров до строчки. Таким же образом сшиваем вторую деталь. Теперь берем деталь стопы. Вот этот острый край мы прикладываем к шву. И по кругу вшиваем деталь стопы в деталь лапы. Вот таким образом вшили деталь стопы. И на второй детали лапы мы делаем то же самое. Берем детали туловища и сшиваем все выточки. У детали туловища вот на этих больших выточках вот эту лишнюю ткань можно вот таким образом обрезать. Теперь сшиваем средний шов детали переда. Далее выворачиваем детали лап.
На всех округлостях не забываем делать рассечки. Набиваем теперь наполнителем деталь лап. У меня это аэропух. Можно взять холофайбер и любой другой наполнитель. После того, как мы набили лапы, мы берем деталь. Получается вот здесь вот такой вот, складываем ее швом вперед, и получается вот здесь вот такой вот скос. Этот скос означает, где высший угол, это крайняя лапа, то есть это лапа левая. Мы ее вот таким вот образом, этим срезом прикалываем к выточке, то есть начало этой ноги, этой лапы у нас совпадает с выточкой. Закрепляем на машинке в край. Вторая лапа то же самое. Здесь уже в другую сторону этот срез. Также мы делаем этот шов по центру и прикалываем к началу выточки край лапы. Закрепляем на машинке. Далее берем деталь так называемых рук. Детали тоже идут со скосом. Вот эти вот швы, мы их соединяем. Получается вот такой вот скошенная деталь. Если чуть-чуть неровно, можно обрезать и выровнять. Деталь лапы мы, не доходя 1 сантиметр до верха, точно так же прикрепляем булавкой и закрепляем на машинке. Эти детали мы прикалываем к передней части туловища. Вторую лапу прикалываем и закрепляем точно так же. Далее берем заднюю деталь туловища и, начиная снизу, мы прошиваем примерно сантиметра 4. Делаем закрепку и оставляем отверстие для набивки. И сантиметров через 5 мы продолжаем строчку. Теперь заднюю деталь туловища мы скрепляем с передней. В местах, где у нас закреплены лапы, можно сделать дополнительную закрепку.
так как эти места будут наиболее подвержены давлению, чтобы лапки были пришиты крепко. Выточки передней и задней детали туловища должны совпадать. После того, как прошили, мы через это отверстие выворачиваем, нанимаем лапы. Вот у нас получилось такое туловище с лапами. Сзади на спине отверстие. Теперь через это отверстие нам нужно пришить голову. На затылке у нас находится выточка. Эта выточка должна совпадать со швом середины спинки. Это довольно сложный и кропотливый момент при пошиве данной игрушки. Поэтому лучше приметать деталь головы к туловищу при помощи нитки с иголкой. Потом вывернуть и проверить, правильно ли вы пришили, приметали голову. И на машинке вот таким образом по кругу вы делаете шов. Можно сделать тоже с закрепками в местах, где вот эти вот соединения есть, чтобы голова была крепко закреплена к туловищу. Все вот эти шовчики должны быть в разутюжку. Мы вшили деталь головы. Теперь через это отверстие мы начинаем набивать. Сначала набиваем голову. Мы набили туловище и голову. Теперь вот это отверстие мы зашиваем потайными стежками вручную. Далее берем деталь хвостика, набираем вот ниточку таким образом, всю деталь. Выворачиваем и набиваем ее также наполнителем. Стягиваем нитку и закрепляем ее. Затем этот хвостик пришиваем к зайке. Так как велюр или плюш очень довольно-таки высокий ворс, поэтому стежков видно не будет совсем. Мы пришили деталь хвоста. Игрушка у нас почти готова. Осталось нам вышить нос и сшить платье. Вот к этому месту, к этой выточке
мы вставляем иголку. Также берем мулине в 3 нитки. Вот таким вот образом, немножко подтягивая, мы вышиваем нос. Затем нужно вышить гладью вот этот вот треугольничек. Таким образом, деталь у нас без мелких деталей, игрушка у нас без мелких деталей, поэтому ее можно использовать и до 3 лет. Она становится у нас практически безопасная для малышей. Они ничего не оторвут, ни глаза, ни нос, так как все у нас вышито. Игрушка наша готова. Теперь мы приступаем к пошиву платья. Теперь шьем платье. Если у вас нет оверлока, можно его шить и без обработки швов, вот таким вот образом. Мы накладываем кружево на низ, либо просто в подгибку, если вы не будете пришивать кружево. Если с кружевом, то вы вниз накладываете кружево и по краю, выдвигая кружево миллиметров на 5, прокладываете строчку. Затем кружево перегибаете вот таким вот образом и делаете уже отделочную строчку. Можно сначала приутюжить, и закрепить. Таким образом это выглядит с обратной стороны. Лишнее кружево обрезаем и стачиваем средний шов подола бельевым швом. Таким образом прошили. Теперь разворачиваем. И вот этим вот большим припуском мы как бы нагибаем маленький припуск и делаем закрепительную строчку. Так, теперь пока деталь подола откладываем в сторону. Берем деталь спинки. И вот эти вот швы, тут заложены припуски на подгибку, их вот таким образом на 5 миллиметров в подгибку прошиваем. Теперь деталь спинки вот таким образом друг на друга накладываем. И пока можно их сколоть булавочкой. Теперь детали переда и спинки
пройму и горловину мы обрабатываем косой бейкой. Косая бейка — это вот такая вот лента, которая выкроена по косой. Ее можно купить в отделе швейной фурнитуры уже готовую, а можно сделать дома самим. Кто обычно не использовал косую бейку, для тех лучше всего ее сначала приметать к детали. Таким образом пришиваем. Боковые и плечевые срезы, здесь они очень маленькие получаются, и поэтому их лучше обработать зигзагом на бытовой машинке. Либо не обрабатывать вообще, так как это игрушка, я думаю, ничего страшного не случится и не осыпется. Но если вы все-таки хотите обработать, то можно обработать. Теперь нам нужно подол заложить складочками и притачать его к верхней части. Для этого мы соединяем средний шов спинки и средний шов подола, закалываем булавкой. Далее находим середину передней части, середину полочки и середину подола. Также соединяем булавками. И далее нужно сделать равномерные складочки, равномерно распределив полотнище подола по полочкам передней части платья и задней. Таким образом. Либо есть еще один вариант, можно полотнище подола собрать на нитку, на ту ширину, которая вот этот вот обхват талии, так сказать, и пришить его уже собранным на сборку. Ну, тут все равно, я думаю, вы справитесь с этой задачей, можете даже придумать какой-то другой свой способ притачивания. Такие вот примерно одинаковые складочки в одну сторону от середины переда. И такие складочки получились. И в другую сторону. И затем нужно проложить строчку и также обработать либо зигзагом, либо оверлоком. Вот такое платьишко получилось. Теперь сзади нужно сделать застежку, либо пуговку, либо сделать кнопочку, чтобы здесь вот оно застегивалось. Вот такой вот зайка с плюша у нас получился. Жду ваши комментарии и пожелания к следующим мастер-классам.